Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака на отношения, на то, что происходит в ваших отношениях в ближайшее время, к чему следует быть готовыми в ваших отношениях близких с каким-то человеком, о котором вы сейчас думаете. Давайте посмотрим, что же у нас получится. Я напоминаю, что вы можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Для тех, кто впервые зашел на мой YouTube-канал, вы можете подписаться, нажав на соответствующий значок под этим видео, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады, если они резонируют с вами, если они вам подходят. Также можете, кстати, поделиться с кем-то из знакомых Скорпиона, возможно, этим видео. Если вы считаете, что им этот расклад подходит, тоже буду очень-очень признательна. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас есть, Скорпиончики. Прекрасно. Туз кубков, просто великолепно. Хотя вот семерка жезлов, сейчас будем разбираться, почему. Десятка пентаклей, двойка чаш. Замечательные карты. Карта королева и маг. Королева жезлов и маг. Итак, есть рыцарь пентаклей, который первым у вас здесь выпадает. Я думаю, что вы пытаетесь создать какую-то систему в своих отношениях или в этой ситуации. То есть вы хотите двигаться вперед, вы готовы двигаться вперед методично, поступательно, не торопясь, с проявлением большого количества терпения в отношениях, в которых вы находитесь. Может быть, даже вы в данной ситуации, знаете, как будто думаете, что чересчур что-то медленно даже идет, да? Но здесь есть эта семерка жезлов. И она говорит, что даже если возникают какие-то трудности или какие-то сложности, какие-то проблемы, то вы стоите на своем, вы умеете ограждать себя от этих проблем, вы настроены решительно преодолеть эти трудности. На какие-то трудности не обращать внимания, с какими-то разобраться. Да, то есть вы считаете, что вам никакие проблемы не грозят, что вы можете себя окружить вот этой цельнометаллической оболочкой такой, и, собственно, никаким проблемам не дать себя уколоть или каким-то образом травмировать. Возможно, здесь речь идет о ком-то в браке, может быть, даже здесь какие-то отношения, где, возможно, вы в браке, да, может быть, это ситуация, где мы говорим о людях, которые уже в семейных отношениях официальных находятся, или вы можете подумывать о браке, если вы настроены на серьезные отношения, если вы еще не в официальном браке, то есть вы готовы постепенно двигаться к обязательствам, к браку, к какому-то преодолению трудностей с тем человеком, с которым вы планируете дальше идти рука об руку, потому что испытываете очень много чувств, это влюбленность, это эмоции, да, которые вы испытываете к этому человеку, чувства, которые уже у вас развились или развиваются сейчас на данном этапе, но в любом случае вы понимаете, что вам не следует прям торопиться, вам не следует торопить этого человека тоже, и да, даже несмотря на этого туза кубков. А для вас, для кого-то это может быть и новая ситуация, когда вы только-только она недавно началась, может быть, вы только-только встретили человека, с которым начали встречаться, поэтому не торопите события, но вам настолько он как будто подходит, что вы планируете чуть ли не создать семью или действительно очень серьезно рассматриваете эти отношения и считаете, что никакие проблемы, никакие препятствия не могут вам помешать. И даже несмотря на то, что сейчас все медленно развивается, вы готовы к тому, чтобы подождать, чтобы не торопиться. Вот здесь она сидит в позе лотоса, да, то есть как-то медитировать спокойно, собственно, да, в этих отношениях. И это двойка кубков, понимание, что это родственная душа, понимание, что это человек, который чуть ли не предначертан вам, что это тот, кто предназначен вам, кого вы искали, возможно, долгое время, что вы на одной волне с таким человеком, может быть, или вы хотите быть на одной волне с этим человеком и стараетесь побольше о нем узнать для того, чтобы как будто больше понимать интересы, больше понимать какие-то увлечения этого человека, собственно. И поэтому, да, эта двойка кубков здесь есть. Но достаточно неплохо, достаточно неплохой у вас здесь расклад, достаточно неплохое сочетание карт. Я думаю, и с картой мага, с картой королевы жезлов. Здесь очень много энергии, очень много силы, собственно, в этих отношениях. Очень много страсти, королева жезлов. И есть большое
такое ощущение, что вы на многое способны в этих отношениях, решать любые проблемы, у вас достаточно смелости, достаточно решительности, чтобы дойти до конца, чтобы идти с этим человеком дальше и добиваться определенных целей, которые вы себе поставили именно в этих отношениях. Не знаю, давайте подумаем, что здесь еще может быть в целом, да, по этим картам, потому что, ну, как будто, знаете, как реализация ваших планов, вашей идеальной семьи или идеальных отношений, то, что здесь вот у вас, как оно выглядит, или в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, вы так их развиваете, либо в новых отношениях. Но в любом случае у вас есть как картинка вашего мира и понимания семьи, как она должна выглядеть. И вы, собственно, это вы здесь и делаете, таким образом отношения здесь и выстраиваете, чтобы они соответствовали тому идеальному понятию, какое у вас есть. Да? Очень много проявлений страсти. Возможно, вы оба здесь будете заниматься своими делами, чувствовать себя достаточно уверенно, но при этом будете испытывать страсть друг к другу, да, то есть заниматься и работой, и не менять свой жизненный уклад обычный, и при этом все успевать, карта маг, и при этом уделять время друг другу, и очень много, опять-таки, страсти, очень много энергии здесь, да, с этим магом, и возможности, опять-таки, какого-то важного начинания, потому что здесь есть карта мага, хотя она может и показывать также, что вы можете где-то немножечко переживать из-за того, что вы не все знать можете о новом человеке, и есть какое-то как недоверие небольшое, потому что маг, он еще и лицедей, волшебник, да, или такой актер, вы боитесь быть обманутыми, но при этом понимаете, вот что то, что вы видите, по крайней мере, вам нравится в этих отношениях, и вам кажется, что это только ваши переживания, и вы только так себя накручиваете. На самом деле все хорошо, и это просто ваши какие-то страхи в вашей голове. На самом деле здесь достаточно неплохое сочетание карт. Мне очень нравится, с чем я вас поздравляю, Скорпионы. Желаю вам всем всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.